От пациента. Симптомы начались примерно в 15 лет. Появился постоянный метеоризм и проблемы с кровеносным давлением. Стало повышаться. Предполагаю, что это связано. Сейчас беспокоит плохо работающий кишечник, метеоризм, ощущение тяжести, изжога и дискомфорт в левом подреберье. По результатам ВГДС – поверхностный гастрит. Консультативное заключение по представленным КТ-томограммам пациента 27 лет. Дата исследования 9 сентября 2023 года. Область исследования – органы брюшной полости и забрюшинного пространства. При анализе результатов использованы построения в аксиальной, сагитальной и фронтальной плоскостях. В легких, на уровне сканирования, очаговые и инфильтративные изменения не выявлены. Желудок обычных размеров на 32 мм пролоббирует в грудную полость. Печень ККРП Д138 мм, ККРЛД 65 мм, контуры четкие, ровные, нативная плотность плюс 50 плюс 60 Хаунсфелда. ВС8 простая киста диаметром 10 мм. Диаметр портальной вены 12 мм. Внутрипеченочные желчные протоки не расширены. Желчный пузырь обычных размеров, перегиб в шейке. Рентген-контрастные конкременты не определяются. В холедах до 5 мм. Поджелудочная железа размером 27, 23, 24 мм с четкими контурами. Паренхима диффузно неоднородна. Плотность плюс 29, плюс 87 Хаунсфелда. Версунгов проток не расширен. Парапанкреатическая клетчатка не изменена. Селезенка не увеличена, с четкими, ровными контурами, без РЖ контрастных очагов. Капсула прослеживается на всем протяжении. Надпочечники не увеличены, обычной структуры Y-образной формы. Правая и левая почка нормальных размеров. Паренхима однородна, чашечно-лоханочная система не расширена. Рентгеноконтрастные конкременты не определяются. Сосудистая ножка почки структурна, паранефральная клетчатка интактна. Патологические образования в паренхиме и синусах не определяются. Абдоминальные и забрюшинные лимфатические узлы не увеличены. Свободная жидкость в брюшной полости не выявлена. Диаметр аорты и нижней полой вены в пределах возрастной нормы. Свежие костно-травматические и костно-деструктивные изменения не выявлены. Минимально выраженные дегенеративно-дистрофические изменения поясничного отдела позвоночника. При внутривенном болюсном введении контраста очаги патологической васкуляризации не выявлены. Верхняя брызжеечная артерия отходит под углом 85 градусов, аорта мезентериальное расстояние 17 мм. Паренхиматозные органы накапливают контраст без особенностей. Почки накапливают и выделяют контраст своевременно, без особенностей. Заключение. КТ-картина грыжи пищеводного отверстия диафрагмы, простой кисты печени, перегиба стенок желчного пузыря, диффузных изменений ткани поджелудочной железы. Рекомендована консультация гастроэнтеролога. 8 января 2024 года. К.М.Н. Доцент Котов М.А. Заключение не является окончательным диагнозом и должно оцениваться лечащим врачом вместе с результатами других исследований и клиническими данными. Комментарий врача-рентгенолога. Чего-то катастрофического в животе я не вижу. Данных за синдром Уилки нет. Есть перегиб стенок желчного пузыря, диффузные изменения ткани поджелудочной железы, грыжа пищеводного отверстия диафрагмы. Все это и дает дискомфорт в животе и требует консультации гастроэнтеролога.